Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас ролик посвящается протезированию бедра. Вы просите меня рассказывать немножко больше о протезе бедра. На самом деле задавайте вопросы, задавайте, что у вас не получается после протезирования бедра. И я, конечно же, с радостью буду отвечать на них. Но сегодня я все-таки решила снять ролик для тех, у кого протезирование бедра. И вот думала, о чем бы таком рассказать касательно этой темы. Потому что, вы знаете, на мой взгляд, вот если взять все операции, запланированные операции, да и незапланированные тоже, там протез колена, протез бедра, протез плеча, переломы, то восстановление протезирования бедра проходит, как правило, легче всего, проще всего и быстрее всего. Вот реабилитация протез бедра, она, как правило, проходит без особых осложнений. Как правило, вопросов не так много, потому что там, в общем-то, не так много осложнений, которые могут возникнуть. Но все же в этом ролике я вам хотела бы рассказать об основном и наиболее часто встречаемом осложнении. И даже не то чтобы часто встречаемом, а то осложнение, которое все-таки находится вот на первом месте, тот риск, который находится на первом месте после протезирования бедра. Опять же, это по моим наблюдениям за тем, как восстанавливаются люди и, в общем-то, какие риски могут быть. Этот риск – это вывих вашего протеза. Это случается не часто, вывих протеза бедра, но все же это случается. Напомню вам, да вы прекрасно, наверное, сами знаете, что после протезирования бедра, независимо от того, какой вид операции, то ли это задний боковой подход, когда разрез у вас, ну вот там сбоку, да, то ли это передний подход, есть в обоих случаях есть определенные движения, которые вы не можете делать. Определенное движение ногой, я имею в виду, да. То есть там нельзя поворачивать ногу вовнутрь, нельзя поднимать ногу больше, чем на 90 градусов. Если там это передний подход, то нельзя отводить ногу назад. Но обычно у нас сейчас делают задние боковые подходы, протезирование бедра. То есть это шов находится с задней боковой поверхности вашей ноги. То при данном типе операции у нас 3 основных запрета. Это нельзя заводить ногу вовнутрь, нельзя разворачивать ногу вовнутрь и нельзя поднимать ногу, бедро, сгибание бедра более чем на 90 градусов. У нас действует ограничение 6 недель сейчас. Ну, может быть, у вас в вашей стране были другие рекомендации, да, но у нас это 6 недель. Так вот, основной риск при протезировании бедра – это как раз-таки вот этот риск того, что может произойти вывих вашего протеза. К сожалению, не все ответственно, так сказать, относятся к этому моменту и думают, что ничего страшного не будет, подумаешь, там, сделаю-ка я разок, может быть, это неправильное движение. Или даже, вы знаете, иногда происходит так, что человек и не думает, что это движение является запретным, но на самом деле получается так, что нельзя было его делать, и случается вывих. Вывихи случаются с периодичностью примерно 1 раз в полгода. Не часто, я согласна, не часто, но примерно 1 раз в полгода я вижу пациента, у которого случается вот этот вывих. И это всегда либо падение, либо неправильное движение, которое человек делает в бедре. Так вот, чтобы этого не было, я вам напоминаю, что, пожалуйста, относитесь серьезно к тем ограничениям, которые вам дают после операции по протезированию бедра. Не делайте глупостей, просмотрите хорошо всю информацию, да, допустим, если это задний боковой подход, да, вот вам нельзя поднимать ногу больше, чем на 90 градусов, то здесь считается, допустим, не только подъем ноги вверх, но и наклон туловища вперед, потому что вы также увеличиваете там сгибание в бедре. То есть все вот эти маленькие моменты, все вот эти движения, которые нельзя совершать, их нужно знать. Вот простой пример я вам дам. У меня был последний вывих, не у меня, у моей пациентки был последний вывих. Что она сделала? Она лежала на диване, и она подняла ногу на возвышение, чтобы немного отдохнуть. У нее даже отека не было сильного, она просто подняла ногу, чтобы, немножко нога как отдохнула. И при этом она потом
вот из положения лежа она села и еще и вот так вот руками наклонилась вперед. То есть там был явно там сгибание произошло больше, чем на 90 градусов. И случился такое движение, как вывих бедра назад. К сожалению, это произошло. Ну, как бы вот, ну, случилось, да, пациентка не думала, что так может случиться, и вроде бы все ограничения мы с ней просмотрели, то, что делать нельзя, и вроде бы у нее была уже вторая операция, то есть первое бедро ей уже поставили, и все равно это случилось. Понимаете, вот все вот эти моменты лучше не рисковать. Если вы не уверены, что это движение можно делать, лучше, наверное, его и не делать тогда. Вот это, наверное, единственный риск, который наиболее часто встречается после протезирования бедра. Если у вас есть другие вопросы по поводу протезирования бедра, не знаю, может быть, какие-то другие моменты, которые бы вы хотели со мной обсудить, просмотреть, повторить, пожалуйста, пишите под данным роликом, с удовольствием сниму для вас и другие ролики касательно протезирования бедра. Все, прощаюсь с вами, всем до следующих роликов, хорошего вам настроения и пока-пока.